вами снова я, Надежда, и мой канал Сундучок. Сегодня я вам расскажу, как я вязала такую вот туничку. Для работы нам потребуется пряжа из Троицка, пчелка, это 100% акрил, в 100 граммах 500 метров, двух цветов, бирюзовый и голубой. Бирюзового ушло 100 грамм, полный моток, голубого где-то грамм, наверное, 50. Вяжется туника по вот этой схеме ажурными волнами. Будем вязать на спицах номер 2, а также потребуется крючок номер 2,5. Для спинки набираем с утолщенным краем, то есть болгарским набором, 105 петель на спице номер 2. Вяжем 7 рядов платочной вязки. Далее переходим на ажурный узор по схеме. Чередуем полосы бирюзового и голубого цвета. Каждая полоса равна раппорту узора. Свяжем 3 голубых полосы. 1, 2, 3. Затем переходим на бирюзовый цвет и вяжем на высоту 55 сантиметров от начала вязания. Далее будем выполнять скос рукава. Я выполняю прибавочки рукава таким образом. Кромочную снимаем, одну лицевую провязываем, делаем накид к себе. Далее вяжем петли по узору. В конце ряда не довязываем одну лицевую, делаем перед ней накид к себе, вяжем эту лицевую и кромочную провязываем также лицевой. Работу поворачиваем, изнаночный ряд вяжем по узору. Кромочную сняли. По узору у нас второй ряд вяжется лицевыми петлями. Соответственно, накид также провязываем лицевой. У нас не образуется здесь большой дырочки, и линия прибавки будет плавной. Таким образом, прибавляем 3 раза по одной петелечке в каждом лицевом ряду. Затем делаем прибавочку по 2 петли с обеих сторон полотна, также в каждом втором ряду. Двойных прибавок нужно сделать 5 в каждом лицевом ряду с обеих сторон полотна. Выполняются они таким образом. Кромочную снимаем, одну провязываем лицевой, делаем накид к себе, следующую опять провязываем лицевой и еще один накид к себе. Далее вяжем по узору. Такая вот у нас прибавочка получилась. В конце ряда вывязываем прибавочки точно так же.
не довязываем до края 3 петли. Делаем накид к себе, провязываем одну лицевую, снова делаем накид к себе, провязываем еще одну лицевую и кромочную провязываем лицевой. Работу поворачиваем. В изнаночном ряду провязываем все петли по узору. Когда все прибавочки будут сделаны, у нас на спицах должно быть 129 петель. Далее работу продолжаем прямым полотном до выреза горловины. На высоте 72 сантиметра от начала вязания для выреза горловины спинки закрываем средние 39 петель. Для закругления с внутренней стороны полотна здесь закрываем в каждом втором ряду один раз по 3 петли. Далее вязание продолжаем прямо. И на высоте 75 сантиметров от начала вязания закрываем все петли плеча. У нас осталось 42 петли. То есть вот 42 петли плеча мы закрыли в одном ряду. Так совпало, что вязание у меня закончилось первыми рядами раппорта узора с 1 по 4. Поэтому образовалась вот такая вот кромочка. Это удобно будет для отделочки, когда мы будем выполнять отделку плеча. Обвязывать ничего уже не будем, просто пришьем бусинки, и кофточка наша будет готова. Перед у нас свяжется аналогично спинке, но с более глубоким вырезом горловины. Для горловины переда на высоте 65 сантиметров от начала вязания закрываем в одном ряду средние 35 петель. Далее вязание продолжаем раздельно. Для закругления с внутренней стороны полотна закрываем в каждом втором ряду один раз по 5 петель и один раз по 3 петли. Вторую сторону вяжем аналогично. На высоте спинки, то есть 75 сантиметров, закрываем также оставшиеся 42 петли одновременно. Теперь соберем нашу тунику, сшиваем боковые швы нашей туники, обвязываем горловину крючком, один ряд столбиков без накида, один ряд рачьего шага. Получилась вот такая вот у нас горловина. На плечах закрепляем низ и верх. Здесь пришиваем бусинки. Можно одну посерединке пришить, можно 2 на равном расстоянии. Это уже на ваше усмотрение. В моем варианте это выглядит так. Вы можете сделать по-своему. Края проймы обрабатывать не буду, так как здесь и так все очень аккуратно. Обвязка, думаю, будет излишне. Но по желанию вы можете обвязать точно так же, как и горловину, одним рядом столбиков без накида, один ряд рачьего шага.